Всем привет, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». Вы только посмотрите, какая красота! Сегодня наш овощной рынок превратился в цветочный магазин. Сколько цветов! Чернобрывцы! Какие красивые букеты! Сегодня у нас последний день Дасары, и в этот день абсолютно все индуисты будут проводить специальную пуджу с использованием вот таких вот цветов, вот таких вот букетов. Вот еще посмотрите, какая красота. Супер! И вот эти вот букеты, ой, боже мой, простите, пожалуйста. Вот эти вот букеты какие красивые. Молодцы, девчонки, постарались, подготовились. У нас весна, можно сказать. Все цветет и пахнет. Спасибо, я не туда положила. Мы сейчас тоже купим. И еще хочу показать. Я хочу никого не обидеть. Вот еще какие красивые цветочки. Это все растет у нас здесь, в Матеране. Немного ниже. И женщины нарвали и принесли. Супер. Вот ача. Самира сыночек. Самир это наш помощник, а это его сын. Очень похож на папу. У нас сейчас настолько шумно. Наверное, я буду больше вам показывать, чем рассказывать, потому что очень шумно, но есть действительно что показать. Ничего не слышно. Значит, друзья, сегодня у нас будет парад представителей касты Куруба. Эти мужчины продают молоко, и вы видите, они украсили тару, в которой находится молоко, цветами в честь праздника Дасары. Вот эти вот люди, которых вы видите, это все представители общины Куруба. И, кстати, Парам тоже относится к их числу, но он стоит с краю. Мало кто знает, что Парам один из них. В этот день женщины надевают на себя лучшие украшения, все в золоте, украшают прически цветами. Слушайте, когда они играют на барабане, я вижу, что они входят в какой-то транс, сливаются с музыкой. Вы обратили внимание на их лица? Сейчас вы видите, как Курубы отдают честь великой правительнице XVIII века Ахалябай Деви. Она правила в течение 28 лет, преодолев неравенство полов. Ей удалось сесть за престол после того, как все претенденты мужского пола умерли, включая ее мужа и сына. А родилась она в 1725 году в семье пастуха в Махараштре. Курубы традиционно это пастухи, кури, которые занимались разведением овец, коз и скотоводством. В Матеране курубы занимаются фермерством, а также коневодством. Hi. Happy Dasara. А Туркина одноклассница. Вы, конечно, спросите у меня, почему, Наташа, твой муж не участвует в этом шествии со всеми курубами, хотя он тоже куруба. Так, мы сейчас по дороге встретили Амкарбая. Поздравляю с праздником. Амкарбай, я думаю, многие знают, я его недавно показывала. Happy Dasara, да. Показывала, это сын владельца отеля Мадумалти, в котором мы жили, который мы арендовали много лет
в течение многих лет. Так вот, вот эта вот рикша принадлежит Амкарбаю, и он сейчас на ней работает, зарабатывает деньги. И в этот день, сегодняшний день, последний день Дасары, 10-й, все совершают пуджу над тем объектом, скажем так, который приносит деньги, который помогает заработать деньги на жизнь. И в частности, вот, допустим, рикша, ну, это не только касается транспорта. Вот, например, ну, скажем, слесарь, он совершает пуджу сегодня над своим станком, да? Я вам показывала молочников, которые украсили свои бидоны цветами. А вот сейчас я смотрю, все лошадки тоже в цветах. Это тоже как знак подношения за то, что они приносят деньги. Я вот думаю, что молочник, наверное, свою коровку тоже одарил таким вот букетом, венком. И каждый магазинчик, О, кстати, вот эта вот девочка, вы видите, стоит в магазине. Красивая, нарядная. Она сейчас ходит в тренажерный зал. Может быть, как-нибудь я ее вам покажу уже в тренажерке. Она молоденькая совсем, наверное, ей лет 20. По поводу парама я не закончила, просто парам не хочет себя определять здесь в какой-то конкретной группе. Вы знаете, что во всем мире люди делятся по национальной принадлежности, по религиозной принадлежности. Здесь в Индии так вообще очень много таких вот разделений кастовых, очень много общин. Но вот парам здесь, в Матаране, хочет быть со всеми и для всех. Вот такая вот у него позиция. Так как он аутсайдер, так как он не местный, он решил, что ему так будет здесь легче от самого начала. Ну, он действительно так к людям относится. У него много друзей среди мусульман и представителей различных каст. Вот. А если бы он сейчас присоединился к курубам и вместе с ними зажигал, то это как-то было бы, вот, как Парам считает, ну, некрасиво, что ли, по отношению к другим матарановцам. Так, конечно, у себя на родине этот праздник в Дасару все курубы, абсолютно все курубы по всей Индии отмечают вот так вот пышно. Особенно, он говорит, в Карнатаке, но в Карнатаке их наибольшее количество, они там преобладают в принципе. И Парам говорит, там вообще просто вот даже вот то, что вы видели сейчас здесь в Матаране, это ничто по сравнению с тем, что происходит в Карнатаке, возле храмов. Песни, танцы, музыка. Так, а сейчас, как вы видите, Парам покупает цветы. Сегодня, совсем скоро, через пару часов должен прийти Ракеш Бай. И мы будем одаривать Парабхаус за то, что он нам приносит деньги. Ну, он нам приносит деньги. И Ракеш Баю, конечно, тоже, потому что мы ему платим аренду. Мы сейчас подошли к семейному магазину Бавина. И вот обратите внимание, они повесили цветы на весы, чтобы хорошо работали в пользу продавца. И Парам здесь покупает кокос и аромапалочки. Кокос тоже необходим нам будет для проведения ритуала. А ну, видишь? Happy Dasara. Thank you very much. Happy Dasara to all. Thank you. Какая красота, какой простор, какой свежайший воздух. К сожалению, через видео я не могу вам это передать, но придется вам поверить на слово. Наконец-то погода поменялась, новый сезон. Светит солнце, и здесь в Матаране климат прекрасный. Здесь не жарко, здесь прохладно, тенечки. И вот как раз Дасара – это и есть смена климата, и все курубы сейчас отмечают смену сезона, смену сезона. Сейчас они занимаются сбором урожая и радуются тому, что наконец-то закончился сезон дождей. Но, конечно, когда начинается сезон дождей, они тоже радуются, все индийцы этому радуются, потому что не было бы дождей, не было бы всей этой красоты.
Сегодня нам с утра позвонила Ниха и сказала, чтобы Парам ближе к обеду подошел к ее дому. Она хочет нам передать угощение. Вот Парам принес. Мы не знаем, что внутри. Сейчас на ваших глазах буду открывать. Парам спросил по телефону, а что там? Она только хихикнула загадочно, мол, ха-ха-ха-ха. Увидите. Давайте ж посмотрим. Все тепленькое, с пылу с жару. Вот уже Парам достал из кулечка бакри. Это такие вот лепешки индийские, сделанные из рисовой муки. Парам их очень любит. О, посмотрите. Фрукт-салат, фруктовый салат. Бананы, яблочко, гранат. И что здесь? Сабджи. Еще не все, вот посмотрите. Сабджи, панир и какие-то овощи. Пахнет очень приятно. Вот Ниха молодец. И рис. Фрай-райс. Фрай-райс тоже это очень вкусный рис, вкусно приготовленный, с овощами. Там немножко добавляется соевый соус. В общем, все выглядит аппетитно. Она сказала, не готовьте сегодня обед, я вас угощаю. Ну, да, у индийцев так, в принципе, принято. Мы ее недавно угостили, я рассказывала, из Гоа привезли. И вот она, как благодарность, нас тоже угостила. Очень приятно. Спасибо. Ниха, thank you. Большое спасибо. Итак, я уже попробовала сабджи, которое приготовила Ниха. Ну, во-первых, очень вкусно, а во-вторых, я обнаружила, что, оказывается, даже сюда она положила орешки кешью, орешки, которые мы ей привезли из Гоа. И еще хочу показать, что я сегодня приготовила. Сегодня у нас мясной обед. По выходным Парам любит есть козлятину, у нас сегодня суббота. Вот, я так говорю, для Парама приготовила. Ну, на самом деле мы с Артуром тоже немножечко поели, но совсем немножко, потому что для нас это, ну, как бы тяжеловатая пища. Вот, а для нас с Артуром я сегодня приготовила картошечку пюре и салат, что-то вроде оливье, только без колбасы. Кстати, Параму тоже очень этот салат зашел. На десерт мы с Артуром съели салат, который приготовила Ниха, фруктовый, он оказался тоже с орешками кешью, очень вкусный, и вот мне хочется обязательно как-нибудь в будущем вам снять рецепт этого салата. Ну вот, значит, эту часть трехэтажного ланчбокса я уже помыла, и когда мы доедим все, чем угостила нас Ниха, я должна буду вернуть ей тару, обязательно туда что-то положить, что-то приготовить. Это не обязательно сделать вот прям сегодня вечером или завтра, когда будет время, когда действительно что-то будет интересное, вкусное, чем ее можно угостить, или просто можно положить туда фрукты или конфеты, то есть пустым ни в коем случае возвращать нельзя. И вот такой вот получается замкнутый круг, потом ей опять нужно будет нас чем-то угостить, но я считаю, что это прикольно, это классно, это так, знаете, вот как по-дружески, ну, мне нравится такая традиция. Наш канал смотрят зрители из разных стран, и Австралия, и Германия, и Америка, и Центральная Америка, и Япония, и Китай. Пишите в комментариях, существует ли в ваших странах такая традиция. Я думаю, всем будет интересно узнать. О, birthday boy, happy birthday, my dear. How old are you? Kitna saal ke? 10 лет. 10 лет исполнилось этому мальчику. И он сейчас говорит: Артур, пока. Артур-то только разыгрался с ними. Знаете почему? Потому что он в свой день рождения сейчас идет в храм. Which temple? Писарнат Мандир. Окей, хорошо, давай. Счастливо. And in evening? Party? Yes. Окей, а вечером часов 8 он зовет, ну, Артура нас, конечно, не зовет, на торт. Окей, see you, bye. Сейчас я уже заканчиваю тему еды, тему сегодняшних угощений. Вот это вот салат, который Парам приготовил сам, специально для Ракеш-бая, для владельца Парабхауса. Очень необычный салат, и его в детстве Параму готовила его мама. Значит, рассказываю рецепт. Берется местная дыня, она не очень сладкая, трется на терке, и туда же добавляется мякоть кокоса, ну, соответственно, тоже тертая на терке, ну и сахар по вкусу. Пишите в комментариях, кто-то такое ел. Вот, посмотрите, как Парам красиво украсил отель, но уже, друзья, уже обезьяны набезобразничали. Обезьяны едят эти цветы, и уже вот несколько букетиков раздербанили. Very bad monkey. Так, давайте подойдем к нашим соседям. Hi, Дипали.
Хэппи Дасара. Хотела ей руку пожать. О, Хэппи Дасара. Посуду моет. Вот, и Багеши тоже сегодня приехала. Хэппи Дасара, поздравляю. Да, давай тоже тебя. Shake hand. Давай. Хэппи Дасара. Я напоминаю, у нас соседи, здесь живет мужчина Амкарбай, и у него есть еще 2 брата. И 2 брата на праздники приезжают вместе с женами. Что? Today they give gold. Tradition. This is tradition. Еще раз, сейчас, секундочку, я на паузу нажму. Про золото, что-то про золото сейчас. Значит, посмотрите, вот такая вот интересная традиция обмениваться листиками. This leaves heart like na. They give Форма сердца. and you must be live like yappy all year. Like this tradition. Give, Спасибо give back большое. and hug. Сейчас, секундочку. You keep in back. Da. All day some people. No. All day some people give. Again you give and they take. Many people. Many people all day give today. Ну, классная традиция. Обмениваться листиками и обнимать друг друга. Da. Is it gold? Gold? No. Gold. She lie. Gold है ना? नहीं हाँ. नकली नकली? क्या बात And कर? this is gold. बेंटेक्स Значит, друзья, вот, оказывается, индианки тоже носят дубликаты. Это не настоящее золото, это бижутерия. Ну, бижутерия хорошего качества, возможно, позолота, потому что вид прекрасный. А вот это вот уже настоящая золотая мангал-сутра, которую ей повесил муж во время брачной церемонии. You also must. Earring. हाँ. This is बेंटेक्स नकली накли, это means Duplicate. डुप्लिकेट काहीतरी आणलेला काहीतरी तू आम्ही डुप्लिकेट She say you must put gold. She said. So duplicate. She say first I have original gold. After I understand this is also duplicate. Какую я сегодня вам тайну раскрыла. Вот, Дипали говорит, что тоже это дубликат. Говорит, сначала хотела соврать, а потом, ладно, думает, скажу правду. Вот Багеши, рядом с ней стоит ее муж. У них другие приоритеты. Сейчас они не так давно переехали на новую квартиру и до сих пор выплачивают за нее ипотеку. Поэтому, как бы, золото это сейчас не на первом месте стоит. Можно и в дубликате походить. Зато жить в комфортных условиях. У нас в поселке проживают профессиональные джокеи, которые участвуют в соревнованиях по всему миру. Я вас раньше уже знакомила с некоторыми из них. Так вот, а сейчас курубы так пышно встречают новый сезон. Многим из них предстоит тяжелая работа по сбору урожая. Ну что, друзья, время подводить итоги. Вы мне в комментариях очень часто пишете, возмущаетесь, мол, Наташа, что это такое, почему индийцы постоянно только и делают, что совершают эти
пуджи, эти обряды, ходят по храмам вместо того, чтобы работать. Так вот, всем этим они занимаются в свободное от работы время и отчасти для того, чтобы как раз вот работа приносила больше дохода, чтобы труд был более продуктивным. Индийцы в это верят. И вот я приведу вам пример. Допустим, сегодня у нас все номера заняты клиентами. Несмотря на то, что в сегодняшнюю субботу туристов приехало в Матаран очень мало, друзья, вообще просто пустые улицы, потому что в основном все остались дома совершать Дасара Пуджу. Отели стоят, огромные отели с бассейнами стоят с пустыми номерами, но у нас, как говорится, бизнес идет. И Парам говорит, что это все благодаря тому, он ходит по храмам, молится и совершает обряды, говорит, это его лак, это его удача, это дар богов, он в это верит. Вы знаете, что есть много людей, профессионалов в своем деле с высшим образованием, но это не гарантия успеха. Должно быть что-то еще. Какая-то энергия, которая двигает вперед, энергия, которая придает уверенность в себе, в своих силах и увеличивает амбиции. Так вот, индийцы получают эту энергию как раз благодаря хождению по всем этим храмам, благодаря совершению всех этих религиозных обрядов. Они в это верят. Я могу вам привести много примеров. Действительно, вот есть знакомые люди, которые сумели подняться с самого дна. И это все благодаря вот этой вот невидимой энергии. Я не знаю, как это объяснить. Возможно, это как плацебо, ну, как говорится, не мне судить, но они считают, что это не чудо, это как дар богов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким образом вы получаете ту самую заветную энергию, делитесь вашими секретами в комментариях. Давайте эту тему обсудим и об этом поговорим. Ну все, друзья, спасибо вам огромное за внимание. До скорой новой встречи. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.